Вы забыли сравнивать, где больше эго, а где больше знания. Вот. Знание больше здесь получилось. То есть неизвестно, когда бы ваша временная петля снова пришла бы к пониманию того, что дала вот Ксения. Но я к чему хочу сказать, что в какой-то степени, которые сейчас воспринимаются, допустим, вами, иногда воспринимаются события как негативные, на самом деле являются признаками более позитивных сценариев. И если вы начнете сравнивать вот в результате вот этих реализаций, что бы произошло? Вот то, примерно себе представили. Так, а сейчас в результате этого что произошло? Субботник, там это, то. Где в меньшей степени ваш эгоизм реализуется? Вот вам и признаки более качественных сценариев. Но это не имеет отношения ни в коей мере, здесь нет заслуги Ксении. Ни в коей мере. То есть, если бы я это не озвучил, если бы я не просмотрел ее, а почему эти сценарии не состоялись, и вышел на Ксению, на ее размышления негативные и прочее. То есть это ее проблема, пусть она с ней остается, пусть она с ней пытается что-то сделать, потому что дальше за зеркалами могут случиться пожары вообще, если она не найдет, не придет к какой-то более устойчивой позиции, позитивной. Вот. Но для вас очень хороший урок. Очень хороший урок оказался. Может быть, вы к нему еще бы шли очень долго. К пониманию того, а каким же образом мы, планируя какие-то хорошие с нашей позиции сценарии, хорошие события, получаем не то, что мы хотим. И вот теперь вы убеждаетесь в том, что вы есть коллективное сознание. Почему этот термин везде в диалоге идет? Коллективное сознание. И в этом коллективном сознании оно структурировано все индивидуальными мирами каждого из вас. И чей индивидуальный мир, представление и сила убеждения, сила, допустим, какое-то устремление к чему-то будут мощнее, сильнее, тот индивидуальный мир и будет в большей степени влиять на общее состояние коллективного сознания, на общий перефокусировочный процесс. Я вам скажу, что поскольку я не участвую фактически в этих процессах, то есть для меня вот эти вопросы, поедем мы наверх, или останемся здесь, или еще чего-то, не играют никакой роли. Я над ними не задумываюсь вообще. Я работаю. Вот моя миссия. Я пытаюсь выдать вам знания. А вы работаете здесь. То есть фактически коллективное сознание Айфара зависит от вашей устремленности. От устремленности каждого из вас. Теперь вы понимаете, что если устремленность кого-то из вас, кто хочет достичь вот такой степени проявления, допустим, позитивности на Айфаре, будет уступать чьим-то представлениям, может, менее качественным, то он не достигнет своей цели, он не реализует своей мечты. Только потому, что поленился вложить в свою мечту, в свою динамику жизненную более высокий потенциал. Не только более высокочастотный, но и более мощный потенциал. Пожалел об этом думать, об этом
размышлять, об этом представлять. И поэтому оказался у разбитого корыта, а не там, где он мог бы быть. Там, где его конфигурации проявили большее рвение, больше энтузиазм, большую убедительность и повели за собой остальных. Вот в чем ваша слабость, в том, что вы еще не разобрались в этом знании. А вот этот вот Ксениев негативизм, я бы так его назвал, синдром Ксении, помог вам фактически понять, что надо же, один человек своим нежеланием того, чтобы осуществилось желание множества остальных, фактически аннигилировал возможные перефокусировки в сценарий, где это могло бы случиться. Вот вам урок на будущее. Поэтому это более качественный сценарий. Если бы вы уехали туда, то вы бы этого ничего не поняли. Вы бы еще пребывали в своей временной петле там, до момента, пока бы не вышла 16-я часть из идеологии, 16-й том, где я об этом все уже подробно рассказывал. И вы тогда, вот почему, вот тогда у нас не получилось это, вот это не это вот то. И все. И что, соплями бы зашли, и все. Так что я пью не за Ксений, а за ваши выборы, за ваше понимание того, что для того, чтобы добиваться чего-то в этой жизни, нужно максимально вкладываться в это. Вот смотрите, вы присутствуете во все более качественных айфарах. Есть вы, которые присутствуют в еще более качественной динамике айфаров. Но тем не менее, я все время вас веду во все более качественные миры. Вы становитесь все более качественными. Чего мне это стоит, знаю только я. Но не в этом разговор. А речь о том, что я вкладываю в это всю свою жизненную энергию. Несмотря ни на что, несмотря на все ваши ненависти ко мне, несмотря на всю вашу злобу ко мне, несмотря на все ваше недоверие ко мне по сути плевать на то, как вы ко мне относитесь. Мне не плевать на достижение своей цели. И это является преобладающим по отношению ко всем вашим остальным негативным моментам. И представляете, чем меньше будет негативных моментов ваших по отношению ко мне и к моему делу, к моей задаче, тем быстрее будут осуществляться ваши перефокусировки. Потому что именно они являются палками в моих колесах. В колесах моих фокусов. Вот за то, что как можно быстрее вы это осознали и начали понимать, что каждым своим негативизмом, недоверием и прочим вы засовываете по 2, по 3 палки в движение айфара в целом, в более качественный континуум. Айфар.